Эта женщина была срочно доставлена в больницу, и то, что врачи обнаружили в ее желудке, потрясло их до глубины души. Марта нервно сидела в больничной приемной, ее руки дрожали от волнения. Ей казалось, что стены комнаты смыкаются вокруг нее, и ее разум бешено метался от беспокойства. Она не могла отделаться от ощущения, что заключение врача принесет ей плохие новости, возможно, даже окончательный диагноз. «Ты не можешь избежать этого», — прошептал голос в ее голове, наполняя ее ужасом. Наконец дверь распахнулась, и в палату вошел доктор с серьезным выражением лица. Сердце Марты учащенно забилось, когда врач вручил ей конверт с результатами анализов. Дрожащими руками она взяла его и заставила себя открыть. Ее глаза пробежали по словам на бумаге, и у нее перехватило дыхание. Шок на ее лице был очевиден, когда результаты выскользнули у нее из рук и упали на землю. Так все началось для Марты Стивенс, директора школы, которая понятия не имела, что ее жизнь вот-вот примет неожиданный оборот. Марта всегда была сильной и независимой женщиной. Как директор местной школы она пользовалась уважением как среди своих учеников, так и среди коллег. Но в последнее время что-то было совсем не так. Она испытывала частые приступы головокружения, из-за которых чувствовала себя дезориентированной и слабой. Однажды утром, когда она ехала в школу, головокружение стало настолько сильным, что она чуть не разбила машину. Ей пришлось съехать на обочину. Муж Марты Роберт, обеспокоенный ее самочувствием, настоял на том, чтобы она обратилась к врачу. По его мнению, у нее, вероятно, просто был стресс из-за работы. Но Марта не могла отделаться от ощущения, что что-то серьезно не так. Марта чувствовала беспокойство, сидя в кабинете врача в то утро. Она только что прошла серию анализов и обследований и ждала заключения врача. Когда врач вручил ей файл, она увидела, что ее результаты действительно были впечатляющими. Врач любезно порекомендовал ей обратиться к гинекологу, чтобы исключить какие-либо потенциальные проблемы. Марта вышла из офиса, чувствуя себя еще более встревоженной. Она не могла не беспокоиться о том, что может обнаружить гинеколог. У нее уже давно миновала менопауза, так что этого не могло быть. Неделю спустя Марта обнаружила, что сидит в кабинете гинеколога. Врач, женщина средних лет с теплой улыбкой, внимательно слушала, как Марта описывала свои симптомы. После тщательного обследования врач поставил ей диагноз. У Марты была миома матки. Ее сердце пропустило удар. Она и раньше слышала о миоме, но ее мысли устремились к более мрачной возможности — раку. Это слово эхом отозвалось в ее сознании, вызвав воспоминания о борьбе ее сестры с раком шейки матки. Ее сестра проиграла эту битву, и травма от этого все еще преследовала Марту. Пока врач объяснял варианты лечения миомы, мысли Марты блуждали. Она была убеждена, что это не просто безобидный нарост. Симптомы, которые она испытывала, казались слишком серьезными для чего-то вроде миомы. Возвращаясь домой, Марта не могла избавиться от ощущения надвигающейся гибели. Она потратила часы на изучение симптомов рака матки, и ее сердце замирало при каждом обнаруженном совпадающем симптоме. Кровотечение, которое она испытывала в течение следующих 2 недель, казалось подтверждением ее худших опасений. С каждым днем беспокойство Марты росло, поглощаемое ее верой в то, что у нее на исходе время. Она уволилась со своего поста директора школы, оставив своих коллег и учеников в недоумении. Ее недавнее поведение озадачило Роберта. Он наблюдал, как его некогда сильная жена медленно становилась тенью себя прежней. Она не понимала, почему так быстро бросает свою работу и свою жизнь. Однажды он больше не выдержал и спросил ее, что происходит. Марта повернулась к нему со слезами на глазах и сказала: «Я думаю, у меня рак». Роберт был застигнут врасплох. Он сказал ей, что она не должна делать подобных поспешных выводов.
Он настаивал на том, что ей нужно чаще посещать врачей и получать больше заключений. Но Марта отмахнулась от его предложения. Она уже видела эти признаки раньше, когда ее сестра боролась с раком. Она верила, что ей ничто не поможет, и не хотела тратить свое ограниченное время на тщетные попытки. Тяжесть страха давила на нее, и она не могла отделаться от ощущения, что ее время на исходе. Марта и не подозревала, что впереди ее ждут повороты судьбы, открывающие удивительную правду, которая навсегда изменит ее жизнь. При неожиданном повороте событий Марта тайно сходила на исповедь и причастилась. Она хотела, чтобы все ее грехи были прощены, чтобы она могла попасть на небеса. Марта знала, что у нее осталось не так много времени, поэтому решила позаботиться о своих похоронах без ведома мужа. Она купила свободное платье, красивый халат и удобные тапочки для своих похорон. Она аккуратно спрятала их на полке вместе со своим постельным бельем. Она не заботилась о моде, но хотела чувствовать себя комфортно в месте своего последнего упокоения. Она также переехала из супружеской спальни на диван в гостиной. Она сказала Роберту, что ее растущему животу нужно больше места, но он не понял. Он думал, что она пытается дистанцироваться от него, но она просто готовила его к будущему. Она знала, что Роберт потеряется без нее, поэтому хотела, чтобы он начал привыкать к ее отсутствию. Марта посетила кладбище и расчистила место рядом с могилой своей матери. Она договорилась с похоронным бюро и заказала памятник для себя. Она даже выбрала фотографию для мемориальной доски. Она хранила все, что купила, в гараже и планировала рассказать обо всем Роберту позже. Все эти приготовления к похоронам помогли ей временно забыть о своей болезни. Тошнота утихла, и изнуряющее головокружение прекратилось. Она чувствовала, что снова может жить и улыбаться, но растущий живот пугал ее, и ее конечности начали подергиваться. Несколько недель спустя Марта скрупулезно готовила ужин на кухне, когда внезапно почувствовала очень острую боль в животе. Она ахнула и схватилась за живот, голова у нее закружилась. Тарелки, которые она держала, выпали у нее из рук, и она потеряла сознание. Роберт бросился к ней и набрал 911. Приехала машина скорой помощи и отвезла ее в больницу. Когда она открыла глаза, то с удивлением обнаружила нависшего над ней врача. Врач с улыбкой извлек холодный круглый наконечник стетоскопа из ее живота и спросил: «Сколько месяцев, мэм?» Марта запаниковала и в тревоге прикусила губу. «Интересно», — подумала Марта, — «сколько месяцев он насмехался над ней?» Она сразу же очень расстроилась и стала агрессивной. Она начала бить себя по животу, а потом велела Роберту забрать ее из больницы, чтобы она могла вернуться домой и умереть. Медсестры быстро вывели встревоженного Роберта из палаты. Тем временем врач ввел ей успокоительную инъекцию, чтобы помочь расслабиться и уменьшить беспокойство. Она погрузилась в мирный сон. Когда она проснулась на этот раз, то оказалась в другой больничной палате. На этот раз два разных врача, доктор Томпсон и доктор Паттель, вошли в палату с особой осторожностью. Доктор Паттель раскрыл историю болезни Марты. Он назначил еще одну серию анализов, включая всеохватывающее ультразвуковое исследование. В комнате воцарилась тишина, пока изображения мелькали на экране. По комнате пронесся общий вздох, все обменялись взглядами, выражающими недоверие, когда Марта уставилась на недоверчивое выражение лица медсестры. Надежда затрепетала в ее груди, как хрупкая птичка, готовящаяся к полету. Врачи были крайне шокированы, когда обнаружили это в желудке такой пожилой женщины, как Марта. Да, миома присутствовала, но не она была источником страданий Марты. УЗИ выявила нечто неожиданное. Марта была беременна, на 6-м месяце беременности. Новая жизнь. Это слово повисло в воздухе, резко контрастируя с мрачными ожиданиями, которые она вынашивала. Марта и Роберт не могли в это поверить. Раньше у них был сын, но это было много лет назад.
и он погиб в результате несчастного случая дома, когда ему еще не исполнилось и 7. С тех пор Марта не могла забеременеть, и они потеряли надежду. Глаза Марты наполнились слезами, когда до нее дошла тяжесть этой новости. Она взглянула на Роберта, на его лице была смесь удивления и радости. Ни один из них не мог поверить, что они снова станут родителями. Они были в восторге. В конце концов, всего через 3 месяца Марта без особых усилий родила прекрасную девочку. Роберт был так рад видеть свою дочь, что чуть не упал в обморок от волнения. Марта была вне себя от радости, и теперь она знала, что ей не нужно готовиться к похоронам. Вместо этого в их семью снова вошла новая жизнь.